Сегодня я расскажу, зачем на самом деле нужна миссия твоему бизнесу, как она влияет на найм, команду, клиентов и даже на маркетинг и твою личную энергию, и как найти свою миссию, которая будет не просто для галочки, а реально работающим мощным инструментом, что поднимает твой бизнес на новый уровень. Ты, наверное, не раз слышал, у бизнеса должна быть миссия, и у многих сразу происходит такое отторжение, типа это для больших корпораций, для красивых слов на сайте, для понтов, наконец-таки, да. Но вот в чем правда. Если у твоего бизнеса нет миссии, он рано или поздно встанет, просто выдохнется и превратится в унылую рутину. Потому что без миссии ты тупо будешь бегать за деньгами, а деньги сами по себе не цель. Это всего лишь следствие правильного направления, глубокого смысла, мощного внутреннего вектора. Меня зовут Александр Левис, я эксперт по построению системного бизнеса, помогаю предпринимателям перестраивать хаос в работающий механизм, который приносит не только деньги, но и, что самое главное, свободу. Если ты хочешь понять, как реально устроен бизнес, ты в правильном месте. Прямо сейчас подписывайся, ставь лайк и погнали разбираться. Кстати, если ты еще не смотрел мой предыдущий ролик о том, как навести порядок в бизнесе и вылезти из операционного ада, обязательно посмотри. Он реально взрывает мозг и дает первые результаты. Что такое миссия и почему без нее бизнес — это просто суета? Давай разложим по полочкам. Есть два типа бизнесов, и разница между ними как между таксистом и визионером. Первый тип бизнеса без миссии. Работаем ради денег. Сегодня одни услуги, завтра другие. Команда просто делает, потому что надо, без искры в глазах. Клиенты, ну да, покупают, но особой привязанности у них почему-то нет. В любой момент могут уйти к тем, кто предложит на рубль дешевле. Второй тип — это бизнес с миссией. Это уже совсем другая история. Компания четко знает, зачем существует. У нее есть большая идея. Люди в команде не просто работают, у них глаза горят, потому что они верят в эту идею. Они чувствуют себя частью чего-то большего, а клиенты становятся настоящими фанатами. Они возвращаются, они рекомендуют, они с тобой до конца. Они разделяют твои ценности. Хочешь простой пример? Почему люди годами стоят в очереди за новым айфоном, хотя телефоны там в 2 раза дешевле делают по сути то же самое? Да потому что у Apple есть миссия. Они не просто продают технику, они меняют мир через технологии. Люди покупают не телефон, они покупают часть идеи, культуры, они чувствуют себя частью чего-то большего, особенного. Это работает не только у гигантов. Малый бизнес, у которого есть миссия, растет в 2, а то и 3 раза быстрее. Потому что миссия — это магнит для команды, для клиентов и для тебя самого в те моменты, когда опускаются руки. Как миссия влияет на твои деньги и рост? Прямое влияние. Вот ты скажешь, ну, красивая история, Левис, но при чем тут мои деньги? А просто при том, что миссия влияет на все. И начнем с команды. Первое. Миссия притягивает сильных людей. Если твоя цель просто зарабатывать бабла, к тебе пойдут люди, которым тоже просто нужно бабло. И как только им кто-то предложит там плюс 5000 рублей к зарплате, они в этот же момент уйдут и не будут держаться за твой бизнес. Но если у тебя настоящая вдохновляющая миссия сделать крутой продукт, изменить рынок, оставить след, к тебе придут те, у кого глаза горят, потому что они хотят быть частью чего-то большего. Им важно зачем, а не только что и сколько. Они готовы вкладываться. Второе. Миссия продает как ничто другое. Смотри, простой вопрос. Почему кто-то идет в Starbucks и платит 400 рублей за кофе, а кто-то идет, например, в соседнюю забегаловку за 200 рублей? Потому что Starbucks продает не кофе, а стиль жизни. Они продают атмосферу, принадлежность, идею, ощущение комфорта и сообщества. Люди покупают эмоцию, ценности, философию. И если твоя компания эти смыслы транслирует, они будут платить тебе больше и возвращаться снова и снова. Они становятся твоими амбассадорами. Третье. Миссия — это твой компас, твой вектор. Сколько раз было так? Запустить новый продукт или нет? А стоит ли нанимать еще одного сотрудника? Может, в другую нишу пойти? Если миссия есть, ответы находятся на эти вопросы очень быстро, как по щелчку. Ты просто сверяешь каждое решение, ведет ли оно к миссии, усиливает ли ее. Если да, полный вперед. Если нет, мусор выкидываем.
Миссия дает тебе не только смысл, но и мощный фильтр для всех решений. Без нее ты легко уйдешь не туда, просто потому что кто-то где-то сказал, что вот это сейчас в тренде, а тренды приходят и уходят, а миссия остается. Как найти свою миссию? Три простых вопроса. Окей, допустим, ты понял, миссия нужна. Но как ее придумать, если ты не Apple и не Tesla, где ее взять? Спокойно, тут все проще, чем кажется. Вот тебе три вопроса, которые помогут родить настоящую миссию, а не пафосную билиберду, от которой веет скукой. Первый вопрос. Ответь себе честно, без прикрас. Что ты даешь клиентам? Не продукт или услугу, а реальную глубокую ценность. Что именно? Почему ты вообще этим занимаешься? Кроме зарабатывать, что тебя двигает? Как ты хочешь поменять рынок? Хоть чуть-чуть. Что ты хочешь улучшить? Давай на примере, чтобы не теоретизировать. Бизнес, производство мебели, обычная подача. Мы делаем мебель. Скучно, правда же? А вот миссия, например, мы создаем мебель, которая делает дом уютнее и наполняет его жизнью. Чувствуете разницу? Бизнес, например, курсы по продажам, давайте возьмем чего угодно. Обычная подача. Учим продавать. А миссия, например, которая мы помогаем людям выйти на новый уровень дохода и реализовать свой потенциал, это определенный сегмент. Это сразу вообще по-другому звучит. Если на примере бизнеса, там, маркетингового агентства, как часто я вижу обычная подача, там, настраиваем рекламу. Ну, такая скучность прям. А вот если миссия, например, мы делаем малый бизнес прибыльным и даем предпринимателям свободу от рутины, забирая маркетинг на себя, вот это уже интереснее. 2. Сформулируй миссию в одном предложении. Без воды, без маркетингового булшита. Просто, четко, по-человечески. Так, чтобы загорелся сам и загорелись другие. Примеры от монстров давайте разберем. Тесла. Ускоряем переход мира на устойчивую энергетику. Но это ведь прям глобально. Nike. Вдохновляем каждого спортсмена на достижение своих целей. Тут прям чувствуется мотивация. Например, IKEA. Создаем лучший быт для многих людей. Тут сразу про доступность, то есть миссия сразу определяет. Третье. Проверь миссию по 3 фильтрам. Она вдохновляет тебя и твою команду. Вы верите в нее? Она показывает реальную ценность, которую вы несете миру. Она задает четкий вектор, куда вы идете, и помогает принимать решения. Если на все 3 вопроса вы ответили «да», поздравляю, вы только что создали смысл, вокруг которого может вырасти очень мощный, по-настоящему живой бизнес. И это будет твоя опора. Кстати, если тебе заходит мой контент, и ты хочешь увидеть настоящее закулисье бизнеса, как я реально живу в мире предпринимательства, тогда загляни в мой телеграм-канал, там я делюсь тем, что не выкладываю больше абсолютно нигде. Показываю, как сам строю свои консалтинговые компании, свои другие компании, какие решения правильно принимаю, как я их принимаю, как развиваю вот эти медиаплощадки и даже какие ошибки совершаю. Это моя бизнес-кухня изнутри, максимально честно. Подпишись, пока контент еще бесплатный, пока открытый доступ, ссылка, как всегда, в описании, ну, либо QR-код. Теперь напиши в комментариях, в какой нише ты работаешь и как ты сформулировал свою миссию. Я лично читаю все ответы и в будущих роликах разберу самые крутые варианты. Давай, не стесняйся, делись, переходи, прямо сейчас пиши. А в следующих выпусках мы поговорим про стратегические цели, как ставить такие цели, которые реально приводят к деньгам, а не просто висят в блокноте либо там на стене. Это будет прямой путь к масштабированию. Подпишись, чтобы не пропустить. А если ты хочешь уже сейчас начать строить по-настоящему развивающийся и автономный бизнес, чтобы он работал как часы, а ты получал свободу, переходи по ссылке в описании на мой одноименный проект «Система». Там все, о чем мы говорим, превращается в конкретные действия и измеримые результаты. С вами был Александр Левис. Подписывайся, ставь системный лайк, если было полезно. Это помогает мне делать контент еще глубже и мощнее, чтобы помочь еще большему количеству предпринимателей. На этом у меня все. Если откликнулось, напиши об этом в комментарии, что зацепило больше всего. Твоя обратная связь — это мой главный ориентир. И помни, главное зарабатывать, а не работать. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.